Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылочка на сайт. Вот. А мы с вами сегодня будем добавлять в вашу жизнь одну изюминку, которая вам поможет сделать так, чтобы вас уважали, чтобы с вами считались и чтобы точно, комфортно вам было всегда общаться с людьми. Есть очень важная деталь. Люди с нами ведут себя так, как им удобно и так, как мы позволяем. В первую очередь они стремятся к своему комфорту. Вряд ли кто-то наперед будет сильно думать о том, стоит ли ему что-то там, вы подумаете, как-нибудь произойдет. То есть никто не строит прогнозов. У человека возникла потребность с вами пообщаться, у человека к вам есть дело, он ломится в вашу жизнь. Почему? Потому что он хочет облегчить свою. Но как сделать так, чтобы даже те люди, которые приходят в вашу жизнь, общение с ними для вас было комфортно, чтобы они вас уважали, чтобы они ценили и считались тем, как комфортно вам. Давайте разберемся. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог. Уже почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им быть счастливыми и любимыми, реализовывать свой личностный потенциал. Подарок для вас, курс «Секреты счастливых женщин» есть в описании этого видео. Переходите по ссылке и получайте. Если вы еще не подписаны на канал, красная кнопочка под видео, нажимайте, и вы будете с нами. Лайки и комментарии любит YouTube, и мне они тоже говорят о том, насколько полезно то, что я для вас сделаю. Стоит ли продолжать развивать эту тему. Что же делать, если вдруг люди хотят с вами общаться, вы с ними сотрудничаете даже если, но они делают это так, как им удобно и как неудобно вам. Как это происходит? Вас вызывают куда-нибудь по рабочим делам на выходные. Либо вам звонят поздней ночью и пытаются с вами тоже разбирать какие-то либо личные, либо производственные вопросы. У вас начинают что-то просить или требовать даже от вас, не считаясь тем, удобно, комфортно вам заниматься сейчас прямо этим. Что обычно мы, хорошо воспитанные девочки, начинаем делать? Мы начинаем извиняться и говорить людям, что нам сейчас не совсем удобно это делать. Ну как же, нас же учили, нужно быть интеллигентными, нужно быть внимательными, нужно быть вежливыми, учитывать самолюбие чужое и все тому подобное. И часто это выглядит немножко заискивающе. Часто это выглядит, будто вы очень сильно не уверены в себе, а человек, который вломился в вашу жизнь нежданно-негаданно, в очень неудобное для вас время, он для вас очень значим, и вы очень боитесь потерять его расположение. Но чаще всего происходит с точностью да наоборот. Этот человек вам либо не настолько важен, либо у вас сейчас не самый подходящий момент времени. Но он вламывается и вламывается только потому, что вы не объяснили ему, что вам это неудобно, некомфортно, с вами так недопустимо. Вы не поставили это ограничение. Мелочь. Не извиняться, извини, мне сейчас неудобно говорить в 11 часов вечера, допустим, по телефону. Человек говорит, хорошо, я тебе через пару часиков перезвоню. И звонит вам в час ночи, теперь можешь? Его печет, а вас не очень, вы спать хотите. Но если вы ему говорите, мне неудобно говорить после 10 вечера по телефону, я сплю, то человек прекрасно понимает, что до утра вам звонить не стоит. И может быть, к утру его проблема сама собой рассосется, вам даже напрягаться не придется. Может быть, если человек хочет, чтобы вы что-то сделали, а вы сейчас заняты своими делами, и если вы отложите свои дела, то ваши потери будут значительно больше, чем та помощь, которая ему не очень обязательна. И вы ему говорите, а мне неудобно сейчас, я занята своими делами, закончу, потом поговорим. Когда вы четко проводите вот эту грань, мне вот это неудобно, меня это не устраивает, мне это не подходит, у человека в голове свое кино про вас не крутится. Он четко понимает, если мне сильно печет, я буду ждать, пока она освободится или пока ей будет удобно. А если мне сейчас надо, вот прямо горит огнем, то я пойду искать других людей, у кого я этот вопрос порешаю. И тогда не портятся ваши отношения с теми людьми, которые к вам обращаются. Вы точно знаете, что вы будете общаться с другими людьми, решать их вопросы, решать свои вопросы, тогда, когда вам удобно. И что получается? Вам приятно общаться с людьми, для людей вы абсолютно понятны и предсказуемы, и им тоже приятно с вами общаться, и в вашей жизни все хорошо. Маленькая деталь – поставить рамку, что мне допустимо, что мне недопустимо, но зато как она здорово улучшает вашу жизнь.
Подумайте, вспомните ситуации из своего прошлого, возможно, где-то, если бы вы провели эту рамку, все прошло бы по-другому. И конфликтов не было, или как-то отношения по-другому бы сложились, или у вас внутри недовольства не копилось. Напишите мне об этом в комментарии. Вот поделитесь своими историями. Очень интересно. Ну а заодно напишите, где уже сейчас в своей жизни, может быть, у вас есть подобные ситуации. Вы сможете мой совет применить. Мне будет тоже очень приятно понимать, что вы прямо сейчас вот с пылу с жару взяли его и воплотили в свою жизнь. Улучшайте свою жизнь, а мы с вами встретимся в следующих видео. Напоминаю, лайки и комментарии очень нравятся мне и Ютубу. Пока-пока, мои ласточки.